Все говорят, ВНЖ Венгрии обычному человеку получить невозможно, особенно если сравнивать с Сербией. Я решил проверить это сам, разобрал закон, взял консультации и в итоге нашел вариант для своей семьи. Попутно я сделал гайд по всем видам ВНЖ. Сразу скажу, мы не айтишники, не с удаленной работой, без готового бизнеса, без больших денег и богатых родителей, но способ есть. Просто он не очевидный. И самое интересное, большинство людей отсекают реальные варианты еще на старте, просто потому что неправильно понимают, как сейчас устроена миграционная система в Венгрии. Одни думают, найду какую-нибудь работу и перевезу семью. Другие думают, открою фирму и сразу дадут ВНЖ. Третьи думают, получить хоть какой-нибудь ВНЖ, а потом на месте разберусь. И тут начинается главная ошибка. После реформы 2024 года в Венгрии ВНЖ это не просто разрешение пожить в стране, это конкретный статус под конкретную цель. Работа, высококвалифицированная работа, бизнес, инвестиции, учеба, семья, исследования, цифровой номад и так далее. Если выбрать неправильный тип ВНЖ, можно потратить деньги, время, нервы, как мы, а потом выяснить, что по этому статусу нельзя привести семью, нельзя остаться на долгий срок или нельзя перейти на другой ВНЖ внутри Венгрии. Поэтому в этом видео я хочу сделать полный разбор для всех основных видов ВНЖ Венгрии, простыми словами, не юридическим языком, не для специалистов, а так, чтобы обычный человек после просмотра понял, какие варианты вообще существуют, какие подходят для семей, какие подходят для айтишников и высококвалифицированных специалистов, какие подходят для удаленщиков, а какие подходят для предпринимателей и для инвесторов, а какие выглядят как переезд, но на самом деле являются тупиком. И в конце я расскажу, какой вариант мы нашли для своей семьи и почему раньше я сам его не видел. Плюс поделюсь с вами подробным гайдом по всем видам ВНЖ Венгрии. И сразу важная оговорка, правила меняются, списки стран, требования нужно проверять перед подачей по официальным источникам или с юристом. Это видео не юридическая консультация, это большой разбор карты вариантов, чтобы вы понимали, куда вообще смотреть. Первое, что нужно понять, ВНЖ Венгрии это не одна дверь, куда все заходят одинаково. Нельзя просто сказать, я хочу жить в Венгрии, давайте мне ВНЖ. Для пребывания больше 90 дней в любые 180 дней гражданину третьей страны нужен residence permit, разрешение на проживание. И это разрешение всегда выдается под конкретную цель. Если ты едешь работать, это одна категория. Если ты едешь как высококвалифицированный специалист, это другая. Если ты едешь как предприниматель, третья, как инвестор, четвертая, как студент, пятая, как член семьи, шестая, а если как цифровой номад, седьмая и так далее. Поэтому главный вопрос не как получить хоть какой-нибудь ВНЖ, а какой ВНЖ подходит именно под мою ситуацию и мою цель. Потому что цели бывают разные. Кому-то нужно просто пожить в Европе год-два, а кому-то нужно перевести семью и детей. Кому-то нужно сохранить капитал и перевести часть жизни в ЕС. Кому-то нужно открыть фирму, кому-то нужно найти работу, кому-то нужно переехать через международную компанию, а кому-то нужно понять, есть ли путь к ПМЖ и гражданству. И под каждую цель будут разные варианты. Перед тем, как выбирать ВНЖ Венгрии, я бы советовал задать себе 5 вопросов. Первый вопрос – могу ли я вообще податься с моим гражданством? Это важнее, чем кажется, потому что по некоторым рабочим категориям после 2025 года появились ограничения по странам. Второй вопрос – можно ли по этому ВНЖ привести семью и когда именно? Не просто когда-нибудь, а сразу, или через год, или вообще нельзя. Третий вопрос – можно ли работать, где именно и в каком объеме? Потому что по одним ВНЖ можно работать свободно, по другим только у конкретного работодателя, а по третьим нельзя работать на венгерский рынок. Четвертый вопрос – ведет ли это ВНЖ к долгосрочному статусу? То есть можно ли потом претендовать на ПМЖ National Residence Card или European Residence Card? И пятый вопрос, можно ли потом сменить основание внутри Венгрии? Потому что есть статусы, по которым люди думают, сейчас заеду так, а потом переоформлюсь. А потом выясняется, что переоформиться внутри страны нельзя. Нужно выезжать и подаваться заново. Вот эти 5 вопросов – это фильтр. Если его не пройти заранее, можно выбрать красивый, на первый взгляд, вариант, который в реальности не подходит. Как устроена система от 90 дней до гражданства? Если сильно упростить, система выглядит так. Есть краткосрочное пребывание до 90 дней в любые 180, это не ВНЖ, это просто право находиться в шенгенской зоне в рамках визы или без виз, если он есть. Дальше идет долгосрочное пребывание, это Residence Permit, то есть ВНЖ. В Венгрии после реформы много категорий ВНЖ, и каждая из них привязана к конкретной цели. После ВНЖ может быть постоянное проживание, например, National Residence Card или European Residence Card. Это уже уровень ПМЖ.
И только потом, после длительного проживания и выполнения условий, может быть гражданство. Но важно, переход между этими ступенями не автоматический. ВНЖ не означает ПМЖ. ПМЖ не обозначает паспорт. А паспорт не дают просто потому, что ты долго жил. На каждом этапе нужно отдельно соответствовать требованиям. Чтобы не утонуть в деталях, я предлагаю разделить все ВНЖ Венгрии на 3 большие группы. Первая группа – можно строить жизнь. Это варианты, которые потенциально подходят для семейной стратегии, долгосрочного проживания, ПМЖ и нормальной интеграции. Сюда относятся, например, European Blue Card, Hungarian Card, National Card, Corporate Card, Research, IST, Guest Investor и в некоторых случаях Guest Self-Employment, но с важными оговорками. Вторая группа – можно пожить, но осторожно. Это White Card, Students Permit, ВНЖ для поиска работы или открытия бизнеса после учебы. Они могут быть полезными, но часто не дают воссоединить семью, не ведут напрямую к ПМЖ и имеют ограничения по смене статуса. Третья группа – приехал, поработал, уехал. Это Guest Worker, Seasonal Employment, обычно Employment Permit для некоторых стран или Employment for Investment или другие временные рабочие статусы. Вот эта классификация очень важна, потому что одна и та же фраза ВНЖ Венгрии может означать совершенно разные вещи. Один ВНЖ позволяет перевести семью и идти к ПМЖ, другой позволяет пожить год-два, третий вообще не является миграционным маршрутом, это просто временная работа. Теперь очень важный момент, особенно для граждан России, Казахстана и большинства стран вне ЕС. После изменений 2025 года рабочие ВНЖ Венгрии стали сильно зависеть от гражданства. Есть несколько разных категорий. Первая – это National Card или национальная карта. Она доступна гражданам 8 стран – Сербии, Украины, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Белоруссии, Молдовы, Черногории и России. Это важный момент, потому что для граждан этих стран National Card может быть намного интереснее, чем обычный рабочий ВНЖ. Вторая категория – это Employment Permit или Guest Worker. С 2025 года этой категории сильно ограничены. В гайде указано, что обычный Employment Permit или Guest Worker доступны в основном гражданам Армении, Грузии, Филиппин, а для других стран нужны специальные механизмы через признанные организации и дополнительные решения. То есть для граждан России, Казахстана и многих других стран нельзя просто сказать «я нашел венгерского работодателя, значит получу обычный рабочий ВНЖ». Скорее всего, нужно посмотреть не на Employment Permit, а на другие категории – National Card, Blue Card, Hungarian Card, Guest Employment, Guest Investor, White Card, Student, Research, IST или семейные основания. Третья категория ВНЖ без страновых ограничений – это European Blue Card, Hungarian, Guest Investor, White Card, Student, Research, Family Reunification, IST, Guest Self-Employment и ряд других категорий, если человек соответствует требованиям конкретного статуса. И вот отсюда главный вывод. Если вы гражданин Российской Федерации, Казахстана или другой страны, который не входит в список для обычного Employment Guest Worker, не надо начинать фразы «мне нужен рабочий ВНЖ». Нужно сначала понять, какая именно рабочая или нерабочая категория вам доступна. Теперь коротко, какие документы обычно нужны почти для всех ВНЖ. Первое – это цель пребывания. Нужно доказать, зачем вы едете в Венгрию. Если это работа, трудовой договор или предварительное соглашение. Если учеба, подтверждение зачисления. Если бизнес, документы по компании, бизнес-логика, доходы, контракты. Если семья, это свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей и документы основного заявителя. Второе – это финансовые средства. Нужно показать, что у вас есть деньги на жизнь. Это могут быть банковские выписки, подтверждение дохода от работодателя, налоговые документы, обязательства члена семьи содержать вас или другие документы в зависимости от категории. Третье – жилье. Это может быть договор аренды, подтверждение предоставления жилья, документ о собственности и иногда подходит accommodation by courtesy, то есть это письмо от человека, который предоставляет вам жилье. Четвертое – медицинское покрытие. Это может быть социальное страхование, международное соглашение или подтверждение, что вы можете покрыть медицинские расходы самостоятельно. Пятое – паспорт и биометрия. Паспорт должен быть действующим, обычно со сроком действия минимум год сверх запрашиваемого ВНЖ. При подаче берут биометрию, поэтому хотя бы раз нужно явиться лично. И шестое – административный сбор. По обычным категориям он может быть в районе десятков евро, но некоторые категории, например, Guest Investor, суммы совсем другие. Заявление подается через платформу Enter Hungary, но важно понимать, обычно первую заявку нужно подавать из-за рубежа, через консульство гражданства или через страну постоянного проживания. Есть исключения, например, Guest Self-Employment, граждане стран, имеющих право на безвизовый въезд, могут подать
первую заявку изнутри Венгрии во время законного пребывания, но такие моменты нужно проверять отдельно перед подачей. Сроки рассмотрения обычно указываются как 21 день, но могут быть дольше вплоть до 70 дней с момента подачи. Продление ВНЖ подается заранее, обычно не позднее, чем за 30-45 дней до окончания текущего ВНЖ. И тут важный момент. Если вы вовремя подали заявление на продление, а решение еще не принято, и это не означает, что вы сразу стали нелегалом. Поданное заявление на продление легализует пребывание до решения. Но если пропустить срок подачи, это уже проблема. Большой разбор всех видов ВНЖ. Теперь идем по конкретным категориям. Начнем с Employment Permit, обычного рабочего ВНЖ. Простыми словами, это ВНЖ для человека, которого нанимает венгерская компания. На первый взгляд все звучит логично. Нашел работодателя, подписал договор, получил ВНЖ, переехал. Но в реальности это одна из самых ограниченных категорий. Во-первых, сейчас она доступна не всем гражданствам. По информации из гайда с 2025 года, обычный Employment Permit доступен в основном гражданам Армении, Грузии и Филиппин, а для других стран только при наличии специальных механизмов. Во-вторых, это ВНЖ привязано к конкретному работодателю и конкретной должности. Это Single Application Procedure, то есть разрешение на проживание и работу фактически связано с конкретной трудовой ситуацией. В-третьих, срок ограничен до 2 лет плюс продление на 1 год, максимум 3 года суммарно. В-четвертых, смена работодателя требует новой подачи. И самое важное для семей. По обычному Employment Permit нельзя привести семью через Family Reunification. Вот это главная ловушка. Человек думает, я сначала получу обычный рабочий ВНЖ, поработаю, а потом перевезу жену и детей. А по текущим правилам это не работает. Поэтому, если ваша цель семейный переезд, обычный Employment Permit нужно рассматривать очень осторожно. Для одиночного человека он может быть вариантом. Для семьи почти всегда слабая стратегия. И это как раз тот тип, по которому можно отдельно разбирать кейсы. Например, есть компания и агентство, которые ищут специалистов для работодателей, где возможен такой формат. Помогает с оформлением, подбирает вакансии, объясняет условия, но важно понимать, это не универсальная дверь для всех. Следующая категория – Guest Worker. Простыми словами, это временный рабочий ВНЖ для ручного труда или для массовых рабочих позиций. Например, производство, логистика, сельское хозяйство, склады, заводы, временная занятость. Логика государства здесь такая. Человек приехал на конкретную работу, отработал и уехал. Это не программа переезда, это не семейная иммиграция и это не путь к ПМЖ. По информации из гайда, Guest Worker также ограничен по странам. Армения, Грузия, Филиппины, плюс возможные специальные механизмы. Работодатель тоже не любой, это может быть так называемый Preferential Employers, предпочтительные работодатели, стратегические партнеры правительства, компании с особыми инвестициями или лицензированные агентства временной занятости. Срок до 2 лет плюс продление до общего максимум 3 года. Сменить работодателя свободно нельзя. Любое изменение условий требует уведомления или нового заявления. Семью провести нельзя, ПМЖ нет. Итог простой. Guest Worker – это инструмент для временной рабочей визы, а не для семейного переезда. Но тут есть нюанс, о котором стоит сказать честно. Для некоторых людей это может быть способом физически попасть в Венгрию, начать ориентироваться на месте, понять рынок, язык, страну. Но как долгосрочную стратегию для семьи это рассматривать нельзя. Seasonal employment – это еще более временная история. Это сезонная работа, растениеводство, лесное хозяйство, животноводство, рыболовство, туристический сектор, срок до 6 месяцев. Продлить для той же цели нельзя, семью провести нельзя, ПМЖ нет и очень важная ловушка, по сезонному ВНЖ нельзя перейти на другой ВНЖ изнутри страны. То есть, если человек думает, приеду на сезонную работу, потом на месте подамся на другой статус, это может не сработать. Сезонная работа – это приехал, отработал и уехал. Есть еще Employment for Investment. Это ВНЖ для инвестиционного трудоустройства. Это специальный рабочий ВНЖ для сотрудников компании, которые участвуют в проектах, признанных венгерским правительством приоритетным для экономики. То есть это не самостоятельный маршрут для человека, который просто хочет переехать. Это инструмент крупного бизнеса с господдержкой. Компания должна участвовать в проекте национальным значением. Воссоединения семьи нет, ПМЖ нет. Для обычного человека это не основной путь. Но если вы работаете в компании, которая реально участвует в таком проекте, тогда это может быть релевантно. Теперь переходим к сильным категориям. European Blue Card, голубая карта, это одна из лучших вариантов для высококвалифицированных специалистов. Простыми словами, это общеевропейский ВНЖ для людей с высокой квалификацией и хорошей зарплатой. Чаще всего это айтишники, инженеры, аналитики, технические специалисты, некоторые управленческие роли, врачи и другие
квалифицированной профессии. Кто может подаваться? Граждане любых третьих стран, если есть высшее образование, обычно не менее 3 лет обучения или для некоторых топ-менеджеров и IST-специалистов релевантный опыт за последние годы. Что нужно? Трудовой договор или предварительное соглашение минимум на 6 месяцев. Квалификация, жилье, страховка и зарплата выше установленного порога. Для Blue Card в 2026 году это более 1 миллиона форинтов в месяц. Это примерно около 2800 евро. Для ряда медицинских профессий ниже или около 800 тысяч форинтов в месяц. Почему Blue Card сильная? Первое, можно сразу привести семью. Второе, члены семьи получают право работать. Третье, это путь к долгосрочному проживанию. Четвертое, это более гибкий статус, чем многие другие рабочие категории. Например, в первый год смена работодателя требует уведомления АИФ, но после первого года Blue Card становится гораздо гибче. Смена работодателя не требует новой подачи, так как в некоторых других категориях. ПМЖ тоже возможен. National Residence Card может быть через 3 года. А для European Residence Card есть специальная логика. Минимум 2 года в Венгрии плюс суммарно 5 лет в ЕС по допустимым статусам. Но есть и минусы. Главный минус – высокий порог входа. Нужна не просто работа, а работа с квалификацией и зарплатой. Если зарплата ниже порога, Blue Card не подходит. Если профессия не соответствует требованиям, тоже не подходит. Если вы теряете работу, обычно есть ограниченное время на поиск новой. Итог: для айтишников и высококвалифицированных специалистов Blue Card – это один из самых сильных вариантов. Для семей тоже очень хороший, потому что семья может идти сразу. Следующая сильная категория – Hungarian Card, венгерская карта. Ее часто путают с Blue Card или обычным рабочим ВНЖ, но это отдельная история. Простыми словами, Hungarian Card – это ВНЖ для высококвалифицированной работы в определенных профессиональных областях. Он сильнее обычного Employment Permit, но менее гибкий, чем Blue Card. Кто может подойти? Несколько путей. Первый – специалисты с профессиональной квалификацией и специального списка. Это могут быть IT, инженерия, естественные науки, некоторые педагогические направления, музыка, народная культура и другие области, которые определяются отдельным декретом. Второй – профессиональные спортсмены и тренеры. Третий – исполнители, перформанс и сотрудники зарегистрированных кинопроизводственных компаний. Также в некоторых случаях директора или владельцы компаний, которые лично или реально работают в своей компании, если они подходят под одну из этих категорий. Что важно, Hungarian Card – это не любой рабочий ВНЖ с дипломом. Нужно проверять профессию, квалификацию, ФЕОР-код, требования к должности. Срок до 3 лет плюс продление еще до 3 лет. Семья сразу да. Члены семьи могут получить право на работу. ПМЖ да через 3 года. Гражданство в перспективе тоже да. Но есть важный нюанс. Смена работодателя требует новой подачи. И это ключевое отличие от Blue Card, где после первого года больше гибкости. Итог. Hungarian Card – сильный вариант, но не универсальный. Нужно попасть в подходящую профессию и правильно оформить трудовую связь. Corporate Card – это менее известная категория. Простыми словами, это ВНЖ для топ-менеджеров и высших руководителей компаний, которые заключили специальное соглашение с венгерским правительством. Обычно речь идет о крупном иностранном бизнесе, стратегических партнерах и инвестициях в Венгрию. Это не путь для рядового предпринимателя. Если у вас маленькая компания или вы просто хотите открыть бизнес в Венгрии, Corporate Card, скорее всего, не ваш вариант. Но если вы топ-менеджер крупной компании, которая имеет соглашение с венгерским правительством, тогда это может быть сильная опция. Семья может подаваться вместе с основным заявителем через работодателя. Годы засчитываются для долгосрочного проживания. Итог: узкая, но сильная категория для крупного корпоративного уровня. Теперь очень важная категория National Card или национальная карта. Для нашей аудитории она может быть одной из самых интересных. Простыми словами, National Card – это особый рабочий ВНЖ с расширенными правами для граждан определенных стран. По гайду это Сербия, Украина, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Беларусь, Молдова, Черногория и Россия. Список может меняться, его нужно проверять перед подачей, но сама категория очень важная. Почему? Потому что национальная карта по правам сильнее обычный Employment Permit. Работодатель должен иметь подходящий статус, квалифицированный или добросовестный работодатель. Работой может считаться фактическое трудоустройство за вознаграждение, включая аренду рабочей силы. Срок до 2 лет плюс продление до 3 лет, максимум 5 лет суммарно. Семья, воссоединение сразу да. Заявления членов семьи могут подаваться через работодателя вместе с основным. Члены семьи могут работать. ПМЖ тоже да через 3 года законного непрерывного проживания. Гражданство в перспективе тоже да. И еще один важный плюс: после получения национальной карты можно уже внутри Венгрии исследовать другие варианты ВНЖ.
Но по смене работодателей тоже есть нюансы. Это не полная свобода. При смене работодателя нужно запускать процедуру продления или изменения карты. То есть все нужно планировать заранее. Итог. Для граждан этих 8 стран национальная карта часто может быть одним из самых интересных рабочих путей. Она сильнее обычного Employment Permit и намного лучше подходит для семейной стратегии. И вот та категория, про которую многие вообще не знают. Люди ищут работы в Венгрии, рабочий ВНЖ в Венгрии, как переехать через работодателя, но не понимают, что им, возможно, надо смотреть именно на национальную карту, а не на обычный Employment Permit. IST – Intra-Corporated Transfer – это перевод внутри компании. Простыми словами, вы работаете в международной компании за пределами ЕС, и эта компания переводит вас в венгерское подразделение. Это не ситуация «я сам нашел работу в Венгрии», это именно внутрикорпоративный перевод. Кто подходит? Руководители, специалисты и стажеры, которые переводятся внутри одной корпоративной группы. Обычно нужно, чтобы до перевода вы уже работали в компании минимум 3-6 месяцев. Кому не подходит? Частные предприниматели, самозанятые, студенты, агентские работники. Срок для руководителей и специалистов до 3 лет, для стажеров до года. Семья – да, сразу. Подача может идти через работодателя вместе с основным заявлением. ПМЖ зависит от конкретной ситуации. Итог. Если вы работаете в международной компании, у которой есть офис в Венгрии, IST может быть очень хорошим вариантом, но для самостоятельного переезда он не подходит. Теперь один из самых важных блоков для тех, у кого нет работодателя, нет Blue Card, но есть желание построить свой путь. Guest Self-Employment. Простыми словами, это ВНЖ для тех, кто хочет вести собственный бизнес или работать как самозанятый в Венгрии. И здесь сразу нужно убрать главный миф. Это не открыл КФТ и получил ВНЖ. КФТ, это аналог ООО, может быть частью пути, но сама по себе фирма не равна ВНЖ. Есть два основных варианта. Первый, вы фрилансер или самозанятый, например, регистрируете индивидуальную деятельность и ведете независимую оплачиваемую работу. Второй, вы директор компании, например, КФТ, и выступаете как Chief Executive юридического лица, созданного для получения прибыли. Но в обоих случаях нужно доказать реальность деятельности. Не просто у меня есть фирма на бумаге, а есть бизнес-логика, есть клиенты или реалистичный план, есть доходы или перспектива дохода. Понятно, почему вы должны быть именно в Венгрии, и видно, что компания не создана только ради ВНЖ. Есть важные финансовые требования. Для фрилансеров годовой доход должен превышать 24-кратный размер минимальной заработной платы. В гайде указан ориентир в 2025 году, это 6 миллионов 979 тысяч 200 форинтов, примерно 17 600 евро. И важно, речь про чистый доход, прибыль, а не просто выручку. Если применяется система с фиксированными расходами, то выручка должна быть выше, потому что доходом считается только часть выручки. Для директоров КФТ нужно доказать либо незаменимость личного присутствия для операций компании, либо что компания трудоустраивает минимум 5 граждан Венгрии или Европейского Союза. И вот тут начинаются реальные сложности. Потому что если вы просто открыли фирму, но не можете объяснить, зачем вы в Венгрии, где клиенты, откуда доход, почему бизнес реальный, это слабая история. Еще один важный момент – квартальная отчетность. Держатели Guest Self-Employment обязаны ежеквартально предоставлять через платформу ePaper счета, банковские выписки с подтверждением дохода, доказательства соответствия финансовому порогу. И если пропустить эту отчетность, это может привести к проблемам вплоть до аннуляции ВНЖ. Срок сначала 1 год, потом продление до общего срока 3 года с даты первой выдачи. Семья – да, но только через год после получения ВНЖ. И это важнейший момент для семей. Если вы идете с семьей, Guest Self-Employment не дает возможность сразу привести супругу или детей. Нужно сначала прожить год на этом статусе, а потом подать семью. Смена статуса изнутри – это ловушка. Если вы уже держите Guest Self-Employment, вы не можете просто изнутри Венгрии подаваться на Employment Permit или Hungarian Card. Может потребоваться выезд и новая подача. ПМЖ тоже с нюансами. National Residence Card через 3 года для этого статуса недоступен. European Residence Card через 5 лет теоретически возможно, но более длинный и сложный путь. Итог, Guest Self-Employment – это гибкий, но непростой путь. Он может быть отличным вариантом для предпринимателей, консультантов, фрилансеров, владельцев небольшого бизнеса, людей, которые реально могут создать экономическую основу. Но это не схема «заплатил и получил». И именно вокруг этого варианта много помогаторов, консультантов, юристов, компаний, которые сопровождают открытие КФТ, подготовку документов, бизнес-логику, отчетность и ВНЖ. Это как раз
отдельная тема для большого разбора, потому что здесь человек легко может ошибиться. Теперь вариант для тех, у кого есть капитал. Guest Investor – это инвесторский ВНЖ или то, что часто называют золотой визой. Простыми словами, вы инвестируете крупную сумму и получаете ВНЖ для себя и семьи. В гайде указано два основных варианта. Первый – покупка пая инвестиционного фонда недвижимости, зарегистрированного Венгерским национальным банком. Минимальная сумма 250 тысяч евро. Пай должен быть заблокирован на 5 лет. Второй – пожертвование аккредитованному венгерскому вузу на образовательные, научные или художественные цели. Минимальная сумма – 1 000 000 евро. Дополнительно есть административный сбор. В гайде указан сбор 65 тысяч евро за семью до 4 человек и доплата за каждого следующего члена семьи. Где подавать? Только изнутри Венгрии, после въезда по гостевой инвесторской визе или безвизовой, если есть такое право. Срок 10 лет плюс продление еще на 10 лет. Семья – да, сразу. Работа – да. Инвестор и члены семьи имеют право работать в Венгрии без ограничений. ПМЖ тоже да. National Residence Card через 3 года. Гражданство в перспективе тоже да. И есть важный нюанс по фондам. Фонд недвижимости должен быть зарегистрирован в Мадьяр НМЗ банк и держать не менее 40% активов в жилой недвижимости в Венгрии. Список таких фондов ограничен. Итог. Guest Investor – это дорогой, но юридически сильный путь. Для людей, которые хотят не просто переехать, а перевести часть капитала в ЕС, получить долгий статус, дать семье европейскую базу, снизить страновые риски, это может быть очень интересный вариант. Я не буду пугать словами вроде дефолт или делать финансовые прогнозы, но факт остается фактом. Сейчас многие думают не только о переезде, но и о сохранности накоплений, диверсификации, банках, валют, доступе к европейской финансовой системе. И для такой аудитории Венгрия может быть интересна именно как страна ЕС, где есть понятный инвесторский маршрут. Теперь White Card – это ВНЖ для цифровых номадов. Простыми словами, вы живете в Венгрии, но работаете удаленно на иностранного работодателя или управляете иностранной компанией. Деньги должны приходить из-за рубежа. Есть два основных варианта. Первый – у вас есть трудовое отношение с работодателем за пределами Венгрии, и вы работаете из Венгрии через цифровые технологии. Второй – у вас есть доля в иностранной компании с подтвержденной прибылью, и вы управляете этой компанией из Венгрии. Финансовые требования в гайде указано минимум 3000 евро нетто в месяц. Этот доход нужно подтвердить минимум за 6 месяцев до въезда и подтверждать в течение всего срока. Срок 1 год плюс продление 1 год, максимум 2 года. Семья нет, ПМЖ нет, работать в Венгрии нельзя. Нельзя вести коммерческую деятельность в Венгрии и нельзя иметь долю в венгерской компании. И самая важная ловушка – White Card нельзя получить, если вы уже подходите под другую категорию, например, Self-Employment или инвестор. И во время действия White Card и также после нельзя просто переключиться на другую ВНЖ внутри страны. Вот почему White Card выглядит красиво, но подходит не всем. Если вы одинокий удаленщик, хорошо зарабатываете из-за рубежа и хотите пожить в Венгрии год-два, это отличный вариант. Если у вас семья, дети, школа, долгосрочный план, ПМЖ, White Card, скорее всего, не ваш путь. И это очень важно понимать заранее. Researcher – это ВНЖ для исследователей. Простыми словами, вы приезжаете в Венгрию работать по исследовательскому проекту в аккредитованной исследовательской организации. Нужен договор о принятии Hosting Agreement, достаточный доход, жилье и страховка. Срок обычно 2-3 года с возможностью продления. Семья – да, сразу. Члены семьи могут получить право на работу. ПМЖ – тоже да. National Residence Card через 3 года. Гражданство в перспективе тоже да. После окончания можно перейти на 9-месячный ВНЖ для поиска работы или запуска бизнеса. Категория узкая, но сильная. Если вы ученый, исследователь и работаете в академической среде или можете попасть в исследовательский проект, это один из самых хороших вариантов для долгосрочной стратегии. Студенческий ВНЖ – это ВНЖ для обучения в венгерском учебном заведении. На первый взгляд это кажется простым вариантом: поступил, получил ВНЖ, живешь, но тут тоже много нюансов. Работать можно, но ограничено, максимум 30 часов в неделю в учебный период и full-time не более 90 дней в году вне учебного периода. Семью привести нельзя. Исключение – ребенок, рожденный в Венгрии во время действия студенческого ВНЖ. Годы по студенческому ВНЖ не засчитываются в стаж для ПМЖ. После учебы можно перейти на 9-месячный ВНЖ для поиска работы или открытия бизнеса, но только если действующий студенческий ВНЖ еще не закончился, или планируемая работа или бизнес соответствует уровню полученного образования. Итог. Students Permit – хороший вариант для учебы, для молодых людей, для тех, кто реально хочет получить образование в Венгрии, но это не прямой семейный миграционный маршрут. Если вы взрослый человек с семьей и думаете,
я поступлю куда-нибудь, а потом перевезу семью, это может оказаться неработающей стратегией. После учебы или исследовательской деятельности может быть отдельный 9-месячный статус для поиска работы или открытия бизнеса. Простыми словами, это переходный мост. Он дает время найти работу и запустить бизнес, но это не самостоятельный миграционный путь. Срок 9 месяцев не продлевается для той же цели. Семья нет, ПМЖ нет. Теперь очень важный блок – семья, потому что многие думают, если у меня есть ВНЖ, значит семья тоже может приехать. Нет. В Венгрии нужно смотреть, какой именно ВНЖ у основного заявителя. Family Reunification – это ВНЖ для членов семьи человека, который уже имеет подходящий статус в Венгрии. Кто считается членом семьи? Супруг или зарегистрированный партнер. Несовершеннолетние дети, включая усыновленных. Зависимые несовершеннолетние дети-спонсора. В некоторых случаях лицо, осуществляющее родительское право над несовершеннолетним гражданином Венгрии. Очень важный момент про незарегистрированных партнеров. С 2024 года ВНЖ для иных целей был упразднен. Незарегистрированные партнеры, то есть сожители без официального брака или зарегистрированного гражданского партнерства, больше не могут получить ВНЖ просто на основании отношений. То есть, если пара не в браке и нет зарегистрированного партнерства, это проблема. Однополая пара с зарегистрированным гражданским партнерством имеет право, но незарегистрированное партнерство нет. Теперь главное, по каким статусам семью привести нельзя. Нельзя привести семью, если основной заявитель держит обычный employment permit, guest worker, seasonal employment, employment for investment, white card, students permit, ВНЖ для поиска работы, тренинг, трениншип и guest self-employment первые 12 месяцев. По каким статусам семью можно привести сразу? European Blue Card, Hungarian Card, National Card, Corporate Card, Research, IST, Guest Investment. И по Guest Self-Employment семью можно привести через год. И вот это, возможно, один из самых важных фрагментов всего видео, потому что если вы едете с семьей, вам нельзя выбирать ВНЖ только по принципу, где легче зайти. Нужно сразу посмотреть, даст ли это ВНЖ право на семью. И не просто когда-нибудь, а в нужный вам срок. Теперь про ПМЖ. В Венгрии есть долгосрочные статусы, например, National Residence Card или European Residence Card. National Residence Card – это национальный ПМЖ в Венгрии. Простыми словами, вы живете и работаете в Венгрии без ограничений. Базовые условия – минимум 3 года законного непрерывного проживания в Венгрии. Есть и другие пути, например, 2 года в браке с гражданином Венгрии или держателем долгосрочного статуса. Но для большинства людей основной ориентир – это 3 года. С 1 января 2025 года появился экзамен по культурным знаниям. Это письменный экзамен на венгерском языке. В гайде указано 12 вопросов по 6 темам, 3 попытки, после 3 провалов отказ в ПМЖ. Также нужна чистая биография, отсутствие угрозы национальной безопасности, нормальная непрерывность проживания. По отсутствию допускается суммарное отсутствие до 270 дней за 3 года, но не более 4 месяцев подряд. И это очень важно. National Residence Card доступна не всем. Она недоступна держателям Guest Self-Employment, Guest Worker, Seasonal Employment и некоторых других категорий. ВНЖ, которые ведут к National Residence Card через 3 года, это Blue Card, Hungarian Card, National Card, Corporate Card, Researcher, Guest Investment, IST, Family Reunification, подходящему спонсорству и некоторые другие сильные категории. European Residence Card – это другой долгосрочный статус с европейской логикой. Требование минимум 5 лет законного проживания в Венгрии плюс экзамен по культурным знаниям. Для Blue Card есть специальный режим – 2 года в Венгрии плюс суммарно 5 лет в ЕС по допустимым статусам. Преимущество European Residence Card в том, что он открывает возможность переехать в другие страны ЕС для работы и проживания на более льготных условиях, чем обычная виза. И здесь снова главный вывод. Не каждый ВНЖ ведет к ПМЖ. Поэтому, если ваша цель долгосрочная жизнь, нужно сразу смотреть, засчитываются ли годы и есть ли путь дальше. ВНЖ и ПМЖ не дают паспорт автоматически. Гражданство – это отдельный этап. В общем порядке нужно 8 лет проживания в Венгрии, знание венгерского языка, экзамен по истории и Конституции Венгрии, чистая биография, отсутствие угрозы национальной безопасности. Есть льготные сроки, например, 5 лет для лиц без гражданства, признанных беженцев, усыновленных венгерскими гражданами, 3 года для состоящих в браке с гражданином Венгрии или родившихся в Венгрии. И есть специальные условия для людей с венгерскими корнями. Двойное гражданство в Венгрии разрешено. Но главное, гражданство – это не получил ВНЖ и ждешь паспорт. Это долгий путь, язык, интеграция и отдельные условия. Венгерский ВНЖ позволяет путешествовать по шенгенской зоне без виз до 90 дней в любые 180. Сейчас в Шенгене 29 стран, и для многих это важный плюс. Но важно, венгерский ВНЖ не дает права жить или работать в других странах ЕС.
То есть нельзя получить ВНЖ в Венгрии, поехать жить в Австрию, Германию или в Испанию. Для этого нужны отдельные основания. Исключение некоторые статусы вроде European Blue Card, которые через определенное время могут открыть упрощенный путь для перемещения в другие страны ЕС. Но в базовой логике ВНЖ Венгрии это право жить в Венгрии, а путешествовать по Шенгену можно в рамках 90 дней в 180. И еще один момент, о котором многие забывают: ВНЖ можно потерять, если слишком долго отсутствовать в стране. Для большинства статусов нужно фактически находиться в Венгрии и не превращать ВНЖ в карточку для поездок. Для ПМЖ непрерывность нарушается, если отсутствует больше 270 дней за 3 года или больше 4 месяцев подряд. Для гест-инвестора есть отдельные послабления для членов семьи при продлении, но это специальные исключения. Поэтому, если вы строите долгосрочную стратегию, нужно считать не только деньги и документы, но и фактическое пребывание. Давайте соберем все в простую карту. Если вы хотите семейную стратегию, долгосрочное проживание, ПМЖ, школу для детей и понятное будущее, то в первую очередь смотрите на European Blue Card, если вы высококвалифицированный специалист с хорошей зарплатой. Hungarian Card, если ваша профессия подходит под список и есть работодатель. National Card, если вы гражданин одной из стран, для которых она доступна и есть подходящий работодатель. Corporate Card, если вы топ-менеджер стратегической компании. Researcher, если вы исследователь. IST, если вас переводит международная компания. Guest инвесторы, если есть капитал. Guest self-employment, если у вас есть бизнес, фриланс или возможность создать экономическую основу. Но помните, семья только через год и много ограничений. Если ваша цель пожить, потестировать страну, посмотреть, подходит ли Венгрия, тогда можно смотреть White Card. Если вы удаленщик без семьи или семья не едет по этому статусу. Students Permit, если вы реально едете учиться. ВНЖ для поиска работы после учебы как переходный вариант. Если ваша цель просто временно поработать, тогда это Guest Worker, Seasonal Employment, обычный Employment Permit, Employment for Investment. Но это не семейная иммиграция. Теперь быстро пройдемся по главным ловушкам. Первая ловушка: получим любой ВНЖ и потом разберемся. Нет, в Венгрии это может не сработать. Вторая ловушка: обычный Employment Permit не дает воссоединить семью. Третья ловушка: Guest Worker не путь к ПМЖ и не путь к воссоединению семьи. Четвертая ловушка: Seasonal Employment не дает перейти на другой ВНЖ изнутри. Пятая ловушка: White Card не дает воссоединить семью, не ведет к ПМЖ и не позволяет переключиться изнутри. Шестая ловушка: Students Permit не засчитывается в 3 года для ПМЖ. Седьмая ловушка: Guest Self-Employment это не просто открыть КФТ, нужно доказывать реальную деятельность, доход, бизнес-логику и сдавать квартальную отчетность. Восьмая ловушка: по Guest Self-Employment семью только через год. Девятая ловушка: Hungarian Card требует новой подачи при смене работодателя. Десятая ловушка: Blue Card сильная, но нужен высокий доход и квалификация. 11-я ловушка: незарегистрированные пары больше не могут получить ВНЖ просто по основаниям партнерства. 12-я ловушка: ПМЖ теперь требует экзамен по культурным знаниям на венгерском языке. И 13-я ловушка: списки стран и требований могут меняться, поэтому перед подачей все нужно проверить заново. И теперь возвращаясь к нашей ситуации. Когда мы начинали разбираться с Венгрией, мы тоже сначала думали, наверное, обычному человеку туда почти не попасть. Мы не айтишники с оффером на Blue Card, у нас нет 250 тысяч евро для инвесторского ВНЖ. White Card нам не подходит, потому что по ней нельзя перевести семью. Students Permit тоже не наш путь, потому что это не семейная миграция и это не нормальная долгосрочная стратегия для нас. Guest Worker и обычный Employment Permit тоже не выглядели подходящими вариантами, потому что там много ограничений, в том числе по странам, по семье и по дальнейшему пути. И в какой-то момент казалось, что все, для семьи без большого капитала, без готового оффера, без удаленной работы нормального варианта почти нет. Но потом мы начали глубже разбираться не просто в рабочей ВНЖ, а именно в разных рабочих категориях. И вот здесь появилась важная разница. Есть обычный Employment Permit, есть Guest Worker, есть Hungarian Card, есть Blue Card, а есть National Card, национальная карта. И это то же самое, что обычный рабочий ВНЖ. Для граждан определенных стран, включая Россию, национальная карта может быть более сильным рабочим основанием, с возможностью семьи, с перспективой долгосрочного проживания и с более понятной стратегией, чем временные рабочие статусы. И именно здесь мы нашли свой вариант. Наш путь сейчас строится не через Guest Self-Employment, не через просто открыл фирму и получил ВНЖ, а через национальную карту как трудоустройство свою венгерскую КФТ. То есть логика простая. Мы открыли венгерскую компанию. Эта компания должна быть реальной, у нее должна быть понятная деятельность, должна быть реальная должность, должен быть трудовой договор, должна быть зарплата. И я
должен быть не просто владельцем на бумаге, а человеком, который реально работает. И в этой компании на конкретной позиции. И это очень важный момент, потому что многие думают, открыл КФТ и все, получил ВНЖ. Нет, само по себе открытие КФТ не дает ВНЖ. Вопрос в том, по какому основанию ты потом подаешься. Можно идти по Guest Self-Employment, это один путь, со своими ограничениями. Семья только через год. Отчетность, сложности со сменой статуса. И не самый прямой путь к National Residence Card. А можно, если условия позволяют, строить путь через национальную карту, где КФТ выступает работодателем, а человек получает ВНЖ как сотрудник этой компании. И вот это для нас оказалось неочевидным вариантом. Мы долго смотрели на Венгрию через логику: или нужен оффер от чужого работодателя, или нужно быть айтишником, или нужен большой капитал, или нужна удаленка. Но оказалось, что можно думать шире, не просто найти работодателя, а создать легальную экономическую основу, где твоя компания становится работодателем, если она соответствует требованиям и может подтвердить реальность деятельности. Но здесь важно не обманываться, это не легкая кнопка. Нужно продумать, какая деятельность будет у компании, какую должность занимает заявитель, почему эта работа реальная, из каких денег платятся зарплаты, какие будут клиенты или контракты, как компания будет жить дальше и как все это будет выглядеть для миграционной службы. И именно поэтому мы пошли не по принципу «сейчас что-нибудь откроем», а начали разбирать закон, брать консультации и собирать маршрут под нашу реальную ситуацию. Потому что для нас цель не просто получить карточку на год, наша цель перевести семью, дать детям нормальную базу, иметь возможность жить в Венгрии легально и не оказаться через год в тупике. Если вы семья с детьми и думаете о переезде, вам нужно первым делом смотреть, какие статусы помогают воссоединить семью. Если вы айтишник или высококвалифицированный специалист, смотрите Blue Card, Hungarian Card, National Card. Если вы работаете удаленно, смотрите White Card. Но очень внимательно проверяйте ограничения. Если у вас есть бизнес или вы готовы его строить, смотрите Guest Self-Employment, но без иллюзий. Если у вас есть капитал, смотрите Guest Investor. Если вы студент, смотрите Students Permit и дальнейший 9-месячный переходный статус. Если вы работаете в международной компании, смотрите IST. Если вы исследователь, смотрите Researcher. Если вы просто хотите уехать, но не понимаете как, не начинайте с паники, начните с карты вариантов. Сначала определите свою ситуацию: гражданство, семья или один человек, доход, работа, бизнес, капитал, образование, профессия, готовность ждать, готовность учить язык, готовность строить долгосрочную стратегию, и только потом выбирайте ВНЖ. И еще один момент, который сейчас для многих стал важным. Переезд — это не только про «хочу жить в красивой европейской стране». Для многих это еще и про безопасность. Про накопление, про доступ к банкам, про валюту, про риски в своей стране, про то, где будет учиться ребенок, про то, где будет жить семья через 3-5 лет. Я не буду делать финансовые прогнозы и говорить, что где-то обязательно что-то случится. Но понятно, что все больше людей думают о диверсификации, о запасном плане, о том, чтобы часть жизни и ресурсов была в более предсказуемой ситуации. И Венгрия в этом смысле интересна тем, что это ЕС, это Шенген, это относительно понятная стоимость жизни по сравнению с Западной Европой, и при этом больше возможностей, чем в странах вне ЕС. Для людей с капиталом это может быть инвестиционный маршрут. Для предпринимателей это бизнес-маршрут. Для специалиста это рабочий маршрут. Для семей это стратегический маршрут через подходящий тип ВНЖ. Главный вывод такой: в Венгрию переехать невозможно. Но нельзя идти вслепую. Нужно не искать самый простой ВНЖ, нужно искать правильный ВНЖ под вашу цель. Если цель просто пожить год-два, это одна стратегия. Если цель перевести семью, то это другая стратегия. Если цель ПМЖ, это третья. Если цель сохранить капитал и перевести часть жизни в ЕС, это четвертая. Если цель найти работу, это пятая. Если цель построить бизнес, это шестая. И у каждой стратегии свои плюсы, минусы, сроки, риски и подводные камни. Поэтому я и сделал этот большой разбор, чтобы вы не тратили неделями на хаотичный поиск, а сначала увидели карту. А дальше уже можно копать свой конкретный вариант. Напишите в комментариях вашу ситуацию. Какое у вас гражданство? Едете вы один или с семьей? Есть ли у вас удаленная работа? Есть ли работодатель? Есть ли бизнес? Есть ли капитал? И какая цель? Просто пожить, переехать надолго или идти к ПМЖ? Я не юрист и не буду заниматься консультацией.
Но по карте вариантов смогу подсказать, куда вам хотя бы смотреть в первую очередь. А если тема актуальна, я отдельно разберу рабочий ВНЖ и национальную карту, переезд через работодателя, Guest Self-Employment и КФТ, инвесторский ВНЖ, White Card для удаленщиков и отдельные кейсы семейного переезда. Сохраните это видео, потому что к нему реально можно возвращаться. И отправьте тому, кто говорит, в Венгрию обычному человеку переехать невозможно. Потому что после этого разбора становится понятно, невозможно это не совсем правда. Просто нужно разобраться. Такое длинное видео, ужас.